Шапка крючком узором звездочки на мамочкином канале. У меня записано 2 видеоурока по вязанию узора звездочки. Основа вязания этого узора и вязание по кругу и как делать убавочки. Но все равно поступает очень много вопросов и просьб детально объяснить, как связать шапочку, пользуясь этими 2 видеоуроками. Поэтому я полагаю, что с самим вязанием узора звездочки вы уже ознакомились. Если нет, то ссылочки я на эти 2 детальных видеоурока оставляю в конце видео. А сейчас мы будем заострять внимание, как именно связать шапку, как связать начало шапки и как рассчитать убавочки и связать финальный ряд этой шапочки. Я шапочку начала вязать с эластичного набора петель. А потом мы провязали первый ряд, каждый 3-й столбик этого эластичного набора. Потом можно обвязать края этого эластичного набора дополнительно при желании. Итак, как сделать эластичный набор петель? Делаем 4 воздушные. Делаем накид и 4-ю воздушную от крючка мы провязываем столбик с накидом, но не обычный. Провязываем сначала только 1-ю петельку, это у нас как будто бы воздушная наборной цепочки, и потом как обычный столбик с накидом. Опять накид, вкалываем уже вот в эту вот воздушную наборной цепочку, которую мы провязали. Захватываем нить, опять провязываем только 1 петельку, которая будет у нас в следующей воздушной наборной цепочке. И дальше, как обычный столбик с накидом. Накид вкалываем в эту сделанную нами воздушную. Провязываем только 1 петельку, делая следующую воздушную наборной цепочки. И дальше, как столбик с накидом. Накид вкалываем, провязываем 1 петельку, потом 2 и 2. Накид вкалываем, провязываем 1 петельку, 2 и 2. И таким образом у нас получается как бы такая небольшая резиночка, эластичная наборная ряд из столбиков с накидом. Когда связали нужного размера по нашей голове этот наборный ряд, прикрепляемся к 3-й воздушной подъема, а внизу этот хвостик потом тоже присоединим. И начинаем вязать первый ряд нашего узора звездочки. Здесь я очень медленно не буду рассказывать, как это делается. Вы увидите ссылочку. Обязательно нужно посмотреть видеоуроки по вязанию этого узора, потому что я делала их очень подробно и по пути даже рисовала, как легче запомнить этот узор. Здесь я делаю 4 накида и 4 вытянутых петельки, потому что у меня достаточно тонкая ниточка. Вы посмотрите по своей ниточке, какой толщины этот пышный столбик нужно делать, такое делаем. Итак, мы сделали подъемный пышный столбик, затем вяжем как обычный узор звездочки. 1 незаконченный пышный столбик, 2 незаконченный пышный столбик, а 3 мы провязываем в 3-ю петлю наборного края, опуская 2 столбика в 3-й. И все это стягиваем и закрепляем. Снова вяжем 1 незаконченный столбик, второй в основание предыдущего провязанного столбика и через 2 петли в 3-ю 3-й пышный столбик. Стягиваем и закрепляем. И вот таким образом у нас пойдет первый ряд узора звездочки. Внизу
можно наш хвостик уже закрепить и пропустить его через другие петельки этой наборного края. И вот таким образом провязать первый ряд. Вот он, видите, у меня через каждые 2 столбика в третью провязывается вот кусочки от звездочек. Изучите, как вязать именно этот узор, кто еще не смотрел. Свяжите шапочку по высоте так, что теперь нужно будет только закрывать шапочку. Я, как видите, вязала шапочку конусообразную. Вот схематично я покажу, что сначала мы связали вот такую вот полосочку просто по кругу без убавок. Дальше, например, я решила, что у меня 4 ряда уйдет для того, чтобы закрыть шапочку. Причем в самом последнем ряду, 4-м, мы закроем 6 звездочек. Посчитали звездочки в последнем уже связанном ряду, у меня получилось 16 звездочек. Я вязала маленькую шапочку на размер 44-45. И получается, что в этих 3 рядах мне нужно будет закрыть 10 звездочек. Распределю я их так. В первом ряду закроем 3 звездочки. Во втором ряду закроем тоже 3 звездочки. И в третьем ряду закроем оставшиеся 4 звездочки. Можно распределить в обратном порядке 4, 3, 3. Но я решила сделать сначала убавочки плавно, чтобы шли, а ближе к концу уже закрыть побыстрее. Итак, например, у меня получается 16 звездочек в последнем связанном ряду по прямому полотну, и мне нужно 3 звездочки просто распределить примерно равномерно по всему кругу. Детальный видеоурок о том, как именно провязать каждую убавочку, вы увидите в одном из подробных видеоуроков в конце данного видео. У нас остается 13 петель. Мы в этом ряду опять убавляем 3 звездочки, и получается у нас уже 10 петель. И в третьем ряду мы убавляем 4 звездочки, и у нас остается 6 петель, которые мы убавим в 4-м ряду. Поскольку самый последний ряд, 4-й, у нас убавляется не так, как все остальные, то я покажу. Вот у нас есть 6 верхушечек от звездочек, и в первую дырочку делаем первый пышный столбик. Не довязываем его до конца, не стягиваем. В следующую дырочку делаем второй пышный столбик. И уже их связываем вместе и закрепляем. Воздушную провязывать здесь не будем. Дальше в основание последнего пышного столбика вяжем следующий пышный столбик. Опять его не закрываем. В следующую дырочку вяжем второй пышный столбик, и только потом их вдвоем стягиваем и закрепляем. Дальше опять в основание последнего пышного столбика провязанного вяжем следующий пышный столбик и потом сразу в следующую дырочку пышный столбик. 2 эти стягиваем и закрепляем. Вот такими парами мы провязываем каждую отверстие, и в конце получается здесь у нас последняя пара, первый пышный столбик и второй, это в начало нашего ряда, самую первую дырочку. Провязали последнюю пару, стягиваем и закрепляем. И теперь присоединяемся к верхушечке первой пары соединительной петелькой. Вот в принципе и все. И у нас получается 6 вот таких пар. Остается маленькая дырочка, и мы ее стянем оставшейся ниточкой за каждую из верхушечек этих пар. Обрезали ниточку, можем перевернуть шапочку наизнанку.
Вот она такая толстенькая шапочка получается, хоть она и с дырочками, но такая достаточно теплая. И теперь вот в первую верхушечку проденем, во вторую, следующую, так, верхушечка вот. Через все петельки, которые у нас стягивали пары пышных столбиков. Протянули ниточку. И теперь можно уже затянуть и здесь только закрепить нитку, чтобы она не распускалась. Сделаем такие закрепительные стежочки. И потом ниточку спрятать. Если у вас шапочка не конусообразная, нужно распределить наши убавки на меньшее количество рядов. Вы просто посмотрите по вашей толщине вашего ряда, за сколько рядов вы хотите уже убавить. В конусообразной шапке будет побольше рядов, в плоском донышке будет поменьше рядов. Теперь можно по желанию обвязать еще низ шапочки небольшой резиночкой или столбиками без накида. При вязании вот этой резиночки у нас шапочка внизу стянется. Нужно это учитывать. Если у вас шапочка получилась по низу широкая, то как раз эта резиночка, она ее по голове стянет. Я в итоге стянула эту шапочку на размер кукольный. Мы делаем обычную рельефную резиночку, чередование выпуклого столбика с накидом и вогнутого столбика с накидом. Для выпуклого столбика у нас вкалывание происходит с лицевой стороны, огибаем ствол столбика предыдущего ряда и провязываем. Для вогнутого вкалывание с изнаночной стороны, огибаем ствол столбика и провязываем как столбик с накидом. Как вязать резинку крючком, на экране я оставлю ссылочку для начинающих. Вот получается такая шапочка, стянутая внизу резиночкой. Можно вязать шапочку маленькими звездочками, если не так высоко вытягивать, толстой пряжей, потоньше. Это на ваш выбор. Если у вас какой-то свой способ, как вы уже связали такую шапочку, просьба рассказать нам в комментариях. А также пишите, из какой пряжи вы вязали и сколько пряжи ушло на какой размер. На экране вы видите ссылочку, как вязать основной узор и как вязать по кругу и делать убавки. Спасибо большое, оставайтесь с Мамочкиным каналом. Пока!